Дорогие друзья, приглашаю сегодня вас связать вот такие интересные сплетения пинетки. Подойдут как для мальчика, так и для девочки. Моя авторская разработка. Крючок номер 2. Пряжа у меня полухлопок. Можно использовать 160 метров в 50 граммах или 330 метров в 100 граммах. Вяжем плотно, обращаю ваше внимание. Дорогие друзья, прежде чем приступить к выполнению самой пинеточки, хочу обратить ваше внимание, что работу мы разделим на две части. Сначала мы выполняем подошву. Ссылочка под видео на выполнение самой подошвы. И далее мы приступаем к выполнению верхней части нашей пинетки. И вот такие красивые, интересные плетения у нас с вами получатся. И сама пинеточка интересная, моя авторская разработочка. Присоединяйтесь. Мы с вами выполнили подошву для нашей пинетки. Ссылка под видео на выполнение самой подошвы. Это изнаночная сторона полотна, это лицевая. И теперь приступаем к выполнению верхней части нашей пинетки. Мы выполним один ряд вогнутых столбиков без накида. Воздушная петля, подтягиваем и смотрите, вот таким образом я беру, обхватываю петли подъема и выполняю вогнутый столбик без накида. Бежала ниточка, давайте повторим. Выполнили. Далее опять же обхватываю, вот видите, наш столбик, захватываю нить и столбик без накида. Мы с вами выполняем вогнутые столбики без накида. Это наш подготовительный ряд. И с него мы начинаем выполнение верхней части нашей пинетки. Вот таким образом над каждым столбиком я буду выполнять вогнутые столбики без накида. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего кругового подготовительного ряда. Я выполнила последний вогнутый столбик без накида, ввожу крючок в первую вершинку, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. Далее очень внимательно смотрите, я приступаю к выполнению первого ряда верхней части, выполняю одну воздушную петлю подъема. Далее очень внимательно ввожу крючок в следующую вершинку и выполняю столбик без накида. Воздушная петля подъема у меня заменяет один столбик. И вот смотрите, я маркером отметила 25-ю вершинку. Учитывая нашу петелечку подъема, я считаю 1, 2 и так далее. И в 25-ю вершинку я 25-ю вершинку отметила маркером. Мне так удобнее, чтобы не ошибиться и проверить себя. И я продолжаю работу. Я выполняю арочку из 3 воздушных, пропускаю 3 вершинки, выполняю 2 столбика без накида. 1, 2, опять 1, 2, 3, пропускаю 1, 2, 3 вершинки и 2 столбика без накида. 1, 2, продолжаем. 1, 2, 3, 1, 2, 3 и 2 столбика без накида. 1, 2. Далее мы продолжаем нашу работу. Я опять выполняю 1, 2, 3, отсчитываю 1, 2, 3, 2 столбика без накида. 1, 2.
И далее, смотрите, я выполняю 1, 2, 3 воздушные. И у меня должно получиться 1, 2, 3. И третья вершинка отмечена маркером. У вас должно получиться точно так же. Я маркер убираю, он мне не понадобится больше. Я себя проверила. Еще раз повторяю. 1, 2, 3. В четвертую вершинку я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее очень внимательно. Далее я выполняю полустолбик и столбик с накидом. Далее 1, 2, 3 воздушные, накид на крючок, пропускаю 1, 2, 3 и выполняю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее очень внимательно 1 воздушная, накид на крючок, пропускаю 1 вершинку и выполняю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Мы с вами довязали до маркера. Нам дальше маркер опять же не понадобится. И я выполняю 1 воздушную петлю и пропускаю столбик, отмеченный маркером. И на противоположной стороне буду выполнять все симметрично, то есть 3 столбика с накидом выполняем. Не спешим, внимательно. 1, 2, 3. Далее 1 воздушная, пропускаем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее, вот мы с вами выполнили, видите, наши столбики. Далее мы с вами выполняем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем 1, 2, 3 вершинки и выполняем, как и на противоположной стороне, столбик с накидом, полустолбик и столбик без накида. Далее вяжем точно такой узор, как и с этой стороны. То есть выполняем 1, 2, 3, пропускаем 1, 2, 3 вершинки, 2 столбика без накида. 1, 2. Продолжаем. 1, 2, 3. Пропускаем 1, 2, 3 вершинки, 2 столбика без накида. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 столбика без накида. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 столбика без накида. 1, 2. И у нас с вами 1, 2, 3 арочка из 3 воздушных. Мы пропускаем 1, 2, 3 вершинки. Я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, подтягиваю. Мой первый круговой ряд завершен. Верхней части моей пинеточки. Мы с вами приступаем к выполнению второго ряда верхней части нашей пинетки. Воздушная петля, которая заменяет столбик без накида, и далее столбик без накида, арочка из 3 воздушных. Этот узор у нас с вами будет повторяться.
И так мы с вами вяжем. Я вяжу достаточно быстро, вы вяжете в своем темпе. Здесь все повторяется до наших разновысоких столбиков. Выполняем. Арочка из 3, 2 столбика без накида. Опять же арочка из 3, 2 столбика без накида. Арочка из 3. Над нашими столбиками мы выполняем точно так же разновысокие столбики, то есть столбик без накида, полустолбик и столбик с накидом. Далее мы выполняем 3 воздушные петли и очень внимательно будем выполнять с вами плетение. Я выполняю 3 накида на крючок, пропускаю 3 столбика и над следующими 3 столбиками буду выполнять выпуклые столбики с 3 накидами. Первый столбик с 3 накидами выпуклый, далее второй столбик с 3 накидами и третий. Вот таким образом выполнили. Далее 1 воздушная. И теперь я буду выполнять опять же 3 столбика с 3 накидами, но буду выполнять за работой. То есть смотрите, вот эти столбики я опущу немножко вперед, чтобы они мне не мешали, а захватываться буду за те, которые я пропустила. То есть за этими столбиками выполняю. Выполняю первый столбик с 3 накидами. Далее 3 накида. Видите, то есть эти столбики остаются впереди, а мы выполняем с вами за работой. Это второй столбик. И третий столбик с 3 накидами. Напоминаю, все столбики у нас выпуклые, или их еще называют лицевые. Выполнили. И вот смотрите, вот такое плетение у нас получается. Далее 1 воздушная. И опять же 3 накида на крючок. Я пропускаю 3 столбика. Здесь немножко будет отличаться наше плетение. 3 столбика с 3 накидами. Раз. 2. И 3. Напоминаю, столбики все лицевые или выпуклые. Раз, 2, 3. 1 воздушная, очень внимательно. И теперь мы вяжем точно такие же столбики, только перед работой. То есть смотрите, 3 накида на крючок над нашими столбиками, но только перед нашими уже готовыми столбиками. Ввожу крючок, беру поудобнее и вяжем. Раз, 2, 3 и 2. 3 накида. Выполняем. Раз, 2, 3 и 2. И еще раз. Третий столбик. Раз, 2, 3 и 2. И вот такое плетение, смотрите, красивое у нас с вами получилось. Видите? Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. Раз, 2, 3. Накид. И выполняю разновысокие столбики. То есть столбик с накидом. Полустолбик. И столбик без накида. И далее я выполняю основным узором
То есть это арочка из 3 воздушных, 2 столбика без накида до конца моего ряда. Завершите выполнение ряда вы самостоятельно. И уже завершу непосредственно ряд и приступлю к выполнению следующего ряда я вместе с вами. Вы самостоятельно довязываете. И как мы с вами договаривались, я завершаю выполнение 2 ряда и приступаю к выполнению 3-го. Арочка из 3 воздушных, я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, подтягиваю. 3-й ряд я начинаю с воздушной петли подъема, столбик без накида, арочка из 3 воздушных, 2 столбика без накида. И я выполняю все точно так же до моих разновысоких столбиков. Мы с вами продолжаем нашу работу. Арочка из 3 воздушных. И я выполняю разновысокие столбики. Столбик без накида, полустолбик и столбик с накидом. Далее арочка из 3 воздушных. И теперь над нашими столбиками я буду выполнять выпуклые столбики с накидом. Смотрите, как я это делаю. Выполняем. Или лицевые их еще называют. 1, 2 и 3. Далее воздушные обязательно. То есть точно так же, как и в предыдущем ряду. Далее накид. И над нашими 3 столбиками точно такие же столбики. 1, 2 и 3. Далее опять воздушная. И все точно так же. 1, 2, 3 лицевых столбика, воздушная и вновь 3 лицевых столбика. 1, 2 и 3. Наше плетение с вами. Далее мы выполняем арочку из 3 воздушных, разновысокие столбики, то есть столбик с накидом, полустолбик и столбик без накида. И далее по узору арочка из 3, 2 столбика и так далее. Вы вяжете самостоятельно, а завершу наш ряд и приступлю к выполнению следующего я уже вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 3-го ряда. Я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, подтягиваю. 3-й ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 4-го. 4-й ряд точно так же. Воздушная петля подъема, столбик без накида, арочка из 3 воздушных. То есть узор у нас точно такой же, как и ранее. И давайте вместе довяжем до разновысоких столбиков. Посмотрим, что мы с вами дальше будем выполнять. Я быстренько довязываю 2 столбика. Далее опять же арочка из 3, 2 столбика, арочка из 3. И теперь смотрите, наши разновысокие столбики. Я выполняю 2 столбика без накида, 1 в следующую вершинку, 2. Далее полустолбик. Далее очень внимательно я выполняю 1 воздушную петлю арки
И выполняю накид на крючок, выполняю 3 выпуклых столбика или лицевых с накидом. Раз, считаем. 2 и 3. Далее очень внимательно. Я выполняю одну воздушную. И теперь буду выполнять плетение. Как я это делаю? Я выполняю 3 накида на крючок. Пропускаю 3 столбика. И над следующими 3 выполняю 3 столбика выпуклых с 3 накидами. Раз. Ниточка расслоилась, давайте повторим. Раз, два, 3. Раз, два, 3. 2. Опять 3 накида. И над следующим столбиком. Раз. 2, 3 и 2. Далее 1 воздушная. И теперь над нашими пропущенными столбиками я буду выполнять опять же 3 столбика с 3 накидами перед работой. То есть ввожу крючок, видите, эти столбики у меня за работой, а я буду вязать перед работой. Берем поудобнее и вяжем. Раз, 2, 3, 2, 3 накида. Раз, 2, 3, 2. И еще раз 3 накида. Раз, 2, 3, 2. Вот такое у нас с вами плетение получилось, видите. И мы теперь с этой стороны делаем как с противоположной. 1 воздушная, накид, и над нашими 3 столбиками я делаю 3 лицевых или выпуклых столбика с накидом. 2 и 3. Выполнили. Далее, как и с этой стороны, мы с вами выполняем 1 воздушную, накид, выполняем 1 полустолбик, и далее 2 столбика без накида. Раз, 2. Далее мы с вами вяжем по узору. Я начну выполнение. 3 воздушные, 2 столбика, 3 воздушные и так далее. Вы довяжете самостоятельно, а завершу выполнение ряда и приступлю к выполнению следующего вместе с вами. И вот такое плетение у нас с вами получается. Мы с вами завершаем выполнение 4-го кругового ряда нашей верхней части. Я ввожу крючок, выполняю соединительную, подтягиваю и приступаю к выполнению 5-го ряда. Воздушная, столбик без накида. Узор у нас с вами остается здесь 3 воздушные, 2 столбика без изменений. Арочка из 3, 2 столбика. Арочка из 3, 2 столбика. Дальше опять арочка из 3, 2 столбика. И арочка из 3. Смотрите, мы с вами довязали. Вот наши столбики. Помните, да? Где были разновысокие. Потом мы с вами 2 столбика без накида. Теперь я выполняю первый незавершенный.
второй, общая вершинка. Далее накид, ввожу крючок и полустолбик. Далее очень внимательно я над нашими столбиками буду выполнять лицевые или выпуклые столбики. Сразу выполняем, видите? После полустолбика выполняю первый столбик, второй, третий. Все столбики с накидом у нас. Далее у нас с вами одна воздушная, 3 столбика, опять же над нашими тремя, помним, да? Раз, два, три. Опять одна воздушная, 3 столбика, раз, два, три, одна воздушная и 3 столбика. Раз, два, три. Я сразу выполняю полустолбик и 2 столбика с общей вершинкой. Вот таким образом. И далее наш узор, арочка из 3, 2 столбика. И так я выполняю до конца нашего ряда. Арочка, 2 столбика. И так мы с вами вяжем самостоятельно. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. И вот наше плетение. Мы с вами завершаем выполнение нашего 5-го ряда. Я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема. Напоминаю, все ряды у нас круговые, соединительная, и приступаю к выполнению 6-го. Как и ранее, одна воздушная петля подъема, столбик без накида, арочка из 3 воздушных, и мы так вяжем до нашего плетения. Напоминаю, 2 столбика, арочка, 2 столбика, арочка, 2 столбика, давайте повторим. Расслоилась нить. Так, мы с вами выполнили арочку из 3 воздушных. И теперь 2 столбика. Раз, два. Далее раз, два, три. Опять 2 столбика. Раз, два. И далее смотрите, арочка из 3, накид на крючок, вершинку, общую вершинку, видите, наших столбиков, ввожу крючок, столбик с накидом незавершенный, и еще столбик с накидом незавершенный, общая вершинка. Далее мы продолжаем нашу работу и будем выполнять плетение. 3 накида на крючок, я пропускаю 3 столбика и над следующими 3 выполняю раз, два, три, 3 выпуклых столбика с 3 накидами, то есть точно так же, как мы с вами вязали ранее. Раз, два, три, 3 накида и еще один.
Раз, два, три. Давайте повторим. 3 накида. Раз, два, три. Вот таким образом. Далее 1 воздушная и 3 столбика. Помните, да, мы с вами вяжем наши эти столбики вперед, опускаем. То есть точно так же, как мы выполняли с вами вот здесь, в самом начале. Раз, два, три. Придерживаем пальчиком. И вот наш самый первый столбик. Вокруг него я ввожу крючок и провязываю. Раз, два, три. Далее 3 накида. Второй столбик. Раз, два, три. И третий столбик. Выберите поудобнее, потом мы с вами все поправим. Вот таким образом. Раз, два, три, два. Видите, перед работой, да, у нас остались столбики. Выполняем мы за работой наши столбики. И вот такое плетение у нас с вами получилось. Далее мы выполняем 1 воздушную. И далее выполняем опять же плетение, точно такое же, как выполняли ранее. То есть пропускаем 3 столбика и вяжем. Раз, два, три. 3 накида. Раз, два, три. И еще раз 3 накида. Раз, два, три. Далее обязательно 1 воздушная, не забываем. И теперь мы вяжем столбики с 3 накидами перед работой. Берем поудобнее и выполняем. Столбики с 3 накидами, напоминаю, все выпуклые или лицевые. Первый. Далее столбик с 3 накидами. Второй. Раз, два, три. И третий. Вот таким образом мы с вами выполняем наше плетение. Остается нам выполнить 2 столбика с накидом с общей вершинкой. Я остановлюсь, покажу, что у меня получилось. Первый столбик незавершенный, в следующую вершинку второй и общая вершинка. Далее 3 воздушные, 2 столбика. И мы вяжем до конца нашего ряда этим узором. Самостоятельно завершу выполнение ряда я вместе с вами. А мы смотрим, что у нас получилось. Вот видите наше плетение. Наша пинеточка уже хорошо вырисовывается, само плетение. И вы продолжаете самостоятельно. Завершу ряд я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 6-го ряда. Я ввожу крючок, воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, подтягиваю и могу приступить к выполнению 7-го ряда. Как и ранее, воздушная петля подъема, столбик без накида и арочка из 3. То есть я продолжаю выполнять нашим узором 2 столбика, арочка из 3, 2 столбика, раз, два, арочка из 3, 2 столбика, раз, два,
и арочка из 3, 2 столбика. Здесь очень внимательно. Смотрите, далее я выполняю арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Пропускаю нашу общую вершинку и буду работать над нашими вот этими столбиками. Накид и выполняю выпуклые или лицевые столбики с накидом. 1, 2, 3, воздушная, далее 1, 2, 3, не забываем воздушная, вот видите наше плетение, далее опять 1, 2, 3, воздушная и еще раз 1, 2, 3. И теперь очень внимательно, точно так же, как и здесь, арочка из 3. Я пропускаю вершинку и ввожу крючок, выполняю 2 столбика без накида. 1, 2 и далее выполняю уже 1, 2, 3 мой узор до конца ряда. Вы вяжете самостоятельно, а завершу выполнение ряда я вместе с вами. Смотрим на наше плетение. И мы с вами завершаем выполнение нашего 7-го ряда, напоминаю. Вводим крючок в воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Хорошо подтягиваем. 7-й ряд завершен. И мы можем приступить к выполнению 8-го ряда. Как и ранее, 8-й ряд я начинаю с воздушной петли подъема. Столбик без накида. 1, 2, 3. Здесь у нас все с вами без изменений. То есть идет основной узор. Арочка из 3 воздушных и 2 столбика без накида. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. И теперь очень внимательно 2 столбика без накида мы с вами выполняем. Далее над арочкой мы выполняем 1 воздушную петлю. И продолжаем нашу работу, выполняем выпуклые столбики с накидом. Выполняем 1, 2 и 3. Выполнили. Далее очень внимательно. Далее мы с вами будем выполнять плетение. Как мы это делаем? Мы с вами выполняем 1 воздушную, далее 3 накида на крючок и пропускаем 3 столбика. Над следующими 3 выполняем 3 выпуклых столбика с 3 накидами. 1, 2, 3 и 2. 3 накида над следующим. 1, 2, 3 и 2. И еще раз 3 и над следующим. 1, 2, 3 и 2. Далее очень внимательно. Я выполняю 1 воздушную
И теперь буду выполнять столбики с 3 накидами уже над нашими пропущенными столбиками. Столбики выполняю перед работой. Вот таким образом. 1, 2, 3 и завершили. То есть мы с вами выполняем точно такое же плетение, как выполняли ранее. Вяжем 3 накида над нашим столбиком. Берем поудобнее. 1, 2, 3, 2 и 3 накида. И последний, третий столбик. 1, 2, 3 и 2 петелечки. Наше с вами плетение готово, видите. Далее мы продолжаем, выполняем одну воздушную, накид, и над нашими 3 столбиками выполняем 3 выпуклых или лицевых столбика с накидом. 2 и 3. Далее 1 воздушная и 2 столбика без накида. 1, 2. Далее мы продолжаем арочка из 3, 2 столбика и так далее. Мы вяжем до конца нашего ряда. Вы свяжете самостоятельно. Мы останавливаемся, смотрим, что у нас получилось. Вот такое плетение у нас, видите, да? И уже хорошо видно формирование нашей пинеточки. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 8-го ряда. Как и ранее, я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема, соединительно, хорошо подтягиваю. И мой 8-й ряд завершен. Я могу приступить к выполнению 9-го ряда. Воздушная. Я ввожу крючок в вершинку, столбик без накида. Далее 1, 2, 3 воздушные, 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 2 столбика без накида. То есть вяжем все точно так же, как и ранее. 1, 2, 3, 2 столбика без накида. И далее очень внимательно смотрите, у меня перед моим плетением 2 столбика без накида и арочка. Что я делаю? Я выполняю арочку из 2 воздушных, 1, 2, и далее выполняю 2 столбика с общей вершинкой. Очень внимательно. Первый столбик незавершенный, второй и общая вершинка. Вот таким образом. Далее я выполняю накид на крючок и буду провязывать лицевые столбики или выпуклые с накидом. 1 это 2 столбик и 3. Ну, то есть как и ранее, да, 1, 2, 3 мы выполнили. Далее 1 воздушная. Над следующим столбиком я выполняю то же самое. Столбик выпуклый, над следующим вновь. И так мы выполняем наши лицевые столбики с накидом. Далее воздушная и точно так же, как и ранее. 1, 2 и 3. Воздушная и вновь 1, 2 и 3. Далее, как и на противоположной стороне, мы с вами выполняем 2 столбика с общей вершинкой. Очень внимательно, видите?
Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Далее 2 воздушные, и только потом мы приступаем к выполнению нашего уже обычного узора. 2 столбика, арочка из 3 воздушных, 2 столбика и так далее. Мы с вами, давайте завершим, тут немножечко осталось этот ряд. Это у нас с вами, напоминаю, 1, 2, 3. Это у нас 9 ряд. Я ввожу крючок в воздушную петелечку, выполняю соединительную, подтягиваю, и мой 9 ряд завершен. Я могу приступить к выполнению следующего ряда. Вот что у нас получается. Мы с вами продолжаем нашу работу и приступаю к выполнению 10 ряда. Как и ранее, 1 воздушная петля подъема, столбик без накида. Далее арочка из 3 воздушных. Таким образом. Далее арочка. 2 столбика. Очень внимательно. Далее я выполняю 3 воздушные, 2 столбика, далее очень внимательно я выполняю 1 воздушную петлю, видите, да? Далее над арочкой из 2 воздушных. Далее я вершинку общую наших столбиков выполняю 1 столбик без накида. И далее я буду выполнять плетение. 3 накида на крючок. Я пропускаю 3 столбика. И над следующими 3 столбиками я буду выполнять наше плетение. То есть, что я делаю? 1, 2, 3. Ну, то есть, как ранее, да, мы выполняем столбики с 3 накидами над нашими столбиками. 1, 2, 3, 2. И еще раз. 1, 2, 3, 2. И мы выполнили с вами 3 выпуклых столбика. Далее 1 воздушная. И теперь очень внимательно мы с вами будем выполнять наши столбики с 3 накидами. Помним, да, за работой. То есть вот эти столбики у нас будут впереди. Мы захватываем первый пропущенный столбик. Я убираю вот вперед наши столбики, чтобы было удобно. И начинаю выполнение. Придерживаем хорошо. 1, 2, 3. И 2 петелечки. Продолжаем. 3 накида. Не спешите, внимательно над следующим нашим вот столбиком. Выполняем. 1, 2 и 3. И последний 3-й столбик, 3 накида. Я захватываю. Вот наш 3-й столбик. Выполняю выпуклый столбик с 3 накидами. Вот таким образом. Вот наше плетение готово. Далее мы выполняем 1 воздушная и еще одно плетение. 3 накида, я пропускаю 3 столбика и вяжем выпуклые столбики с 3 накидами. 1, 2, 3 и 2. Берите поудобнее, мы с вами потом все поправим. Здесь важно, чтобы столбики были одинаковые, ровные, аккуратные. И как вы видите, я вяжу достаточно плотно.
Раз, два, три и два. Далее 1 воздушная, 3 накида. И теперь я буду перед работой, то есть мои столбики готовые я за работой оставляю и ввожу крючок и выполняю. Беру поудобнее. Раз, два, три. 3 накида. Опять. Раз, два, три. И последний столбик с 3 накидами. Раз, два, три. Все, наше с вами плетение готово. Вот видите. И далее мы продолжаем точно так же, как с этой стороны. То есть я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Видите, да, вот вершинку. Далее очень внимательно. 1 воздушная и 2 столбика без накида. Раз, два. Далее у нас все по узору, как и ранее. Мы с вами завершаем выполнение нашего 10-го ряда. Вот таким образом. Давайте завершим. Тут, в принципе, осталось совсем чуть-чуть. Я завершу вместе с вами. И раз, два, три. Я ввожу крючок, воздушную петелечку подъема, соединительная, подтягиваю. И мой 10-й ряд, напоминаю, завершен. И мы с вами приступаем к выполнению 11-го ряда нашей пинеточки. Очень внимательно смотрите. Я начинаю выполнение этого ряда с 3 воздушных петелечек подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее накид на крючок, вершинку, выполняю столбик с накидом. Далее 1 воздушная, накид, и я ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю, выполняю столбик с накидом. Воздушная, пропускаю 1 петлю и выполняю 1-й столбик с накидом и 2-й. И далее мы так с вами повторяем. То есть 1 воздушная, пропускаю 1 воздушную, следующую ввожу крючок, столбик с накидом, воздушная, и далее у нас с вами 2 столбика над нашими столбиками. Вот таким образом. Далее воздушная, провязываем ряд вместе, воздушная, далее раз, два столбика. Далее очень внимательно смотрите, я выполняю накид на крючок, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку и выполняю незавершенный столбик с накидом. Далее накид на крючок и в следующую вершинку ввожу крючок, выполняю столбик с накидом незавершенный и общая вершинка. Далее я пропускаю 2 вершинки, раз, два, и ввожу крючок под воздушную петлю, выполняю столбик без накида. И теперь считаем, всего я должна выполнить 9 столбиков без накида. Первый я выполнила, далее вершинку 2-й, 3-й, 4-й, под воздушную 5-й, 6-й,
7, 8 и под воздушную очень внимательно смотрите 9. Выполнила столбики без накида. И далее продолжаем. Накид на крючок. Я пропускаю 2 вершинки. В 3-ю вершинку ввожу крючок, незавершенный столбик с накидом. 1. И теперь вершинку столбика, видите, вот без накида. 2 незавершенный и общая вершинка. Далее накид. И я вершинку ввожу крючок. 1 столбик с накидом и 2. И точно так же, как мы с вами с противоположной стороны выполняли. Далее воздушная, накид и воздушную петлю, столбик с накидом. Воздушная и 2 столбика. 1, 2, воздушная и столбик с накидом. Воздушная и 2 столбика. Точно так же, как мы выполняли с противоположной стороны. Все. Далее воздушная и столбик с накидом, воздушно, и я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой 11 ряд готов. Мы смотрим, что у нас с вами получилось. И наша пинеточка практически готова. Нам остается с вами обвязать верхнюю часть и нижнюю часть, то есть подошву рачьим шагом. И последний у нас с вами ряд рачьего шага. Я выполняю 1 воздушную петлю. Рачий шаг — это столбики без накида, выполненные в обратном направлении. Под воздушную ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее вершинку, столбик без накида под воздушную. Вот таким образом я просто в каждую вершинку и под воздушную выполняю по 1 столбику. Так. Ничего сложного. Видите, да? Очень красивая вот такая обвязочка у нас с вами получается. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Вот таким образом. И завершу выполнение ряда. У нас ряд круговой. Я вместе с вами здесь вершинку, видите, да, вот в общую. И здесь каждую вершинку нашего столбика. И так вы вяжете уже до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего кругового ряда. Это последний ряд верхней части, это 12 ряд. И смотрите, вот я довязала. И покажу, как завершить выполнение кругового ряда. Я ввожу крючок, видите, да, вот по изнаночке, захватываю 2 нити столбика, потом захватываю мою рабочую петлю и протягиваю ее в мои нити 2. И все, и вытягиваю саму нить. Видите, да, все, обвязочка готова, аккуратненько, красиво у нас с вами получилось. И точно такую же обвязку рачьим шагом мы с вами будем выполнять по контуру нашей подошвы. Как мы будем это делать? Я беру вот таким образом, верхняя часть вот ко мне, ввожу крючок в любую вершинку со стороны пяточки и привязываю нить
выполняю воздушную, хорошо подтягиваю. И теперь смотрите, вот в каждую вершинку моего столбика я буду выполнять столбик кратчего шага. Вот таким образом. Вот видите, хорошо эти вершинки видны. По всему контуру. И завершаете выполнение точно так же, как мы выполнили, точнее завершили, да, выполнение верхней части. Вот таким образом мы обвязываем по всему контуру. Завершаем точно так же, как завершали здесь. И нам остается только убрать нить вдоль полотна по изнанке, да, все ниточки убрать, и мы посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающие вот такие сплетения пинеточки, моя авторская разработка. Скажу сразу, что сами пинетки, видите, да, они достаточно плотно прилегают в данном случае по ножке, по моему манекену, но я рекомендую еще сделать завязочку. Это воздушные петелечки, у меня 70 воздушных петель, украсила я наконечниками. Вы можете просто узелочки завязать и по столбикам прошнуровать таким образом, как вам будет удобно или как вам понравится. Я в моем случае не стала шнуровать, повторюсь, потому что достаточно плотно, видите, они сидят на манекене. И давайте вот еще раз посмотрим. Вот такие нежные, яркие. Можно выполнить буквально из пряжи любого цвета. И подойдут как для мальчика, так и для девочки. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!